Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня я расскажу вам о Xianqi, это китайские шахматы, у них есть сходство с классическими шахматами, но отличий, по-моему, все же больше. Посмотрим, что доступно в этой демо-версии. Что ж, желаю всем приятного просмотра, начнем тренировать мозг. В демо-версии пока есть два режима игры, против компьютера и игра с другом, а в полной версии можно будет играть в режиме карьеры и проводить онлайн-матчи. Также есть обучающий раздел, где вам расскажут об особенностях игрового поля, отличительной чертой которого является река, делящая поле пополам. Также расскажут о фигурах, их расположении и движениях. Расскажут об основных правилах игры и покажут базовые комбинации для победы в разных ситуациях. В описании игрового поля вы узнаете обо всех отличиях и особенностях от классических всем знакомых шахмат. В демо-версии пока только китайский и английский язык, но правила игры на русском языке можно найти в интернете. В разделе о фигурах узнаете особенности их движения и то, как они бьют. Названия фигур почти такие же, как и в привычных шахматах, но ходят они немного иначе. И особенно интересная фигура, на мой взгляд, это пушка. Ходит она как ладья, но чтобы съесть фигуру противника, между пушкой и целью обязательно должна стоять любая другая фигура. Для победы в китайских шахматах точно так же нужно поставить шах и мат, либо создать ситуацию, когда противнику некуда будет ходить. В разделе «Шах и мат» вам расскажут основные способы победить и дадут возможность практики. Сейчас рассмотрим один из таких вариантов. Итак, начинаем с того, что ходим пешкой вперед и ставим шах вражескому генералу. Он бьет нашу пешку конем, а далее мы колесницей или ладьей бьем этого коня. Ставим шах и мат, так как если противник попытается съесть нашу колесницу, он поставит под удар своего генерала от нашей пушки. И попрактикуйтесь в других комбинациях с другими фигурами. И даже если у вас осталась одна пешка или конь, например, в определенной ситуации вы можете все равно победить. В режиме игры против компьютера можно выбрать цвет фигур, установить временной контроль, выбрать сложность, исходное положение фигур и тип фигур. Смена типа может помочь тем, у кого возникнут трудности с запоминанием иероглифов у фигур. Можно поставить всем знакомые значки. А в заключение я покажу пару партий против компьютера. Я начну свой ход с пешки. Противник ходит пушкой в центр. Я передвигаю свою пушку тоже в центр. Он ест мою пешку. Я его пешку. Делаем размен. Он ходит второй пушкой и бьет моего коня. Я съедаю пушку колесницей. Его пушка бьет мою пешку, а я передвигаю свою пушку вперед. Далее противник ходит пешкой, что неправильно, и я ставлю шах и мат двумя пушками. Игра окончена. А сейчас рассмотрим еще одну партию. Я начну ход точно так же с той же пешки. Противник ходит слоном. Я решаю передвинуть пушку в центр. Противник ходит конем. Я тоже хожу конем. Он ходит пешкой. Я передвигаю коня еще вперед. Противник снова ходит пешкой. Я конем беру пешку противника по центру. Далее конь противника берет моего коня. Я бью пушкой по коню. Чтобы защитить генерала, ему приходится слоном отойти в сторону. Я беру пешкой слона. Он берет пешкой мою пешку. После чего я вторую пушку ставлю в центр, он пешкой бьет мою пешку, я продвигаю центральную пешку, он тоже ходит своей пешкой дальше вперед, и мы так и продолжаем. Он двигает свою пешку вперед, и это ошибка, так как я теперь своей пешкой, неважно в какую сторону, отойду, в результате мы получим шах и мат снова двумя пушками. И на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели до конца, всем удачи, ну а мы увидимся в следующей серии, а пока всем пока.